День добрый, Лиговский. Здрасте, да. А можете окно закрыть, это холодно? Холодно. А сейчас лучше налево надо повернуть. Да, Так. потому что направо тупик. Понятно. У меня показывает в машине, что за бортом 21 градус. Вам холодно, да? Не, ну не вопрос, я закрою. Холодно, да. Хорошо. У меня есть подогрев задних сидений. Хотите? Можете включить подогрев задних сидений. Нет, не надо. Значит, получается, меня навигатор неправильно ведет. Вы тогда мне сами говорите, как нам выехать на Бухарестскую улицу. Налево здесь? Ну, сейчас уже налево. Угу. А чё, почему у вас навигатор неправильно показывает? Ну, он не у меня неправильно показывает. Он, если показывает неправильно, то у всех. Просто вы делаете акцент на то, что именно у меня он неправильно показывает. Но это не так. Ну, то есть он как показывает, так и показывает. Это же программа. Это же не я ее рисую. Не я составляю маршрут. Составляет программа. Понятно. Вы можете при посадке указать, ну или сами можете сказать, давайте поедем так, как я скажу. Если это там будет не кругами, вензелями через Москву, то мы можем поехать именно как вам нужно. Я не против. Ясно, ясно. А легко к вам вообще в такси попасть работать? Всех берут? А вы с какой целью интересуетесь? Хотите по такси пойти работать? Нет, мне просто интересно. Ну, вообще не сложно, нет. Нужно только права со стажем пару лет и глаза. Глаза чтобы они спереди были, а не на затылке. Ну, понятно. Ну еще нужно обладать, забыл совсем очень важное качество, нехилой стрессоустойчивостью. Ну, чтобы можно было спокойно реагировать на все коммуникации с пассажирами. И что, вы спокойно реагируете? А по мне незаметно сейчас, что я спокоен Пока и непонятно. ровно разговариваю с вами. Ну, то есть, абсолютно. Ну, сначала все такие вежливые, А потом что? потом мало ли что. Мало ли что. Ну, хорошо. А у вас были примеры? Ну, типа что? Ну, я случалось? видела в интернете. На выход! Все, сука, блядь. Я офигею, блядь, чума, блядь. Накачала себе вафельницы свои, блядь. И видели в интернете. Да. Знаете, я не знаю, В насколько... Инстаграм выкладывают часто, как там разговаривают таксисты обычно. Я не знаю, насколько вам хватит вашего образования, чтобы понять параллель, которую я сейчас проведу. Но помните, может быть, не помните, как было в «Собачьем сердце». Профессор Браменталь говорит, что прочитал там какую-то статью в газете, а Преображенский говорит ему: упаси вас Боже читать советские газеты, особенно перед обедом. Так никаких же и нет. Так вот, никаких и не читайте. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Вот это с интернетом параллель. Вы слишком много интернета смотрите. Понимаете? И если вы увидели 1-2 ролика с неадекватными таксистами, это не значит, что все таксисты такие. Вот я, например, совершенно не такой. Чтобы вы понимали. И есть действительно люди, которые, ну, скажем, гораздо более многосторонние, чем вам могут показаться. Вот вы что про меня вот подумали, да? Вот я же понимаю ваше настроение. Вы там, ну, как-то не в настроении в каком-то, да? Неважно по какой причине. Но пытаетесь там, да, меня как-то вот к земле, так скажем. Подготовки к земле, Придвинуть с небес, да, что я просто таксист там и так далее. Ну, я же не просто, например, таксист. Вы об этом не знаете. А я не просто таксист. Я, например, тот редкий случай, когда я занимаюсь еще очень много какими разными делами. Например, я веду собственный бизнес. Да, у меня, например, есть свой таксопарк. Это во-первых. А во-вторых, с недавнего времени я начал, правда, уже почему-то в конце сезона, но потому что так получилось, строить коттеджи. Я занимаюсь строительством коттеджей. И чтобы вы понимали, помимо всего прочего, я самообразовываюсь каждый день практически. Вот. И у меня нет свободного времени. А если оно есть, я его занимаю теми вещами, которые в будущем помогут мне стать лучше, богаче и красивее. Про красивее я имею в виду походы в фитнес-клуб. Я
достаточно, так скажем... Произвели впечатление? Ну, не знаю, вам может быть показаться, что я хотел произвести впечатление, но я хотел вам сказать, что не стоит всех как-то вот под одну гребенку, понимаете? Люди разные есть. В такси работают, ну да. Коттеджный бизнес, он как вообще прибыльный? Коттеджный бизнес? Даже не знаю, вот сейчас вам что сказать по этому вопросу. Опять же, хочется спросить, зачем вы этим интересуетесь? Ну, вообще прибыльный, конечно. Вообще любой бизнес прибыльный, если ты знаешь, как им руководить, как вообще работать в этом бизнесе. Но вы давно там? Я же сказал, я недавно там, но я могу сказать, что входной билет, да, я же не сам с рубанком стою там, да, и это самое... что-то делаю там с молотком. Входной билет в этот бизнес достаточно серьезный, чтобы вы понимали, чтобы начать заниматься строительством коттеджей, нужно иметь определенный капитал изначально. Так вот, он у меня был, что уже говорит о том, что, наверное, я, если вы про деньги, могу себе позволить начать такой бизнес. Вот я так вам отвечу на вопрос, прибыльный или коттеджный бизнес. Я рассчитываю на то, что он будет очень прибыльный. Ну, настолько прибыльный, что, возможно, в следующий раз вы сядете в мою, подчеркну, машину. Это тоже моя машина, чтобы вы понимали. Это не парк, да, нет, да, конечно, это не парковый автомобиль, это мой личный автомобиль. Что в следующий раз, возможно, вы сядете в какой-нибудь 200, там, не знаю, какой сейчас там вышел, 223, в 225 Мерседес. Сядете? За, между прочим, этот сейчас новый Мерседес. Ну, если вот именно конкретно к вам, то сяду. Ну, хорошо. Но вряд ли такие машины в такси. Хотя если бизнес, да, наверное. А можно где-нибудь остановиться, я вперед присяду? А что, вас укачивает? Ну, хочется смотреть в окно. Переднее. Я понял. Ну, сейчас подождите тогда секунду. Сейчас мы остановимся там за поворотом. Расскажите мне побольше про свой бизнес. Мне интересно. Понятно. Ну, расскажу. Раз интересно. Ну, можете вот здесь, на светофоре, сейчас я остановлюсь, перескочить, я подвину. Перескакивайте. Дверь что-то не хотела открываться. Пристегнетесь? Ну ладно, если будет пищать, да. Нет, пищать не будет. Вы сейчас про кого? Про сигнал или про меня? Про сигнал. Ну просто я не знаю, может вы меня имеете в виду. Пищать не будет? Водитель пищать не будет. Ну рассказывайте. Рассказывать. Поподробнее. Про что? Этапы строительства, сумму входного билета. В каком районе? В каком районе? Да. Это Ломоносовский район. Коттеджный поселок там есть? Ну, там и коттеджные поселки есть, да. Но у нас сейчас идет в этих самых, в 2 СНТ строительство, 3 дома строятся, в 2 СНТ и в одной деревне. Ну, они сейчас так называются, деревни все равно. Присматриваете дом себе? Да нет, у меня уже есть. А, у вас уже есть дом? Да, уже стоит. Ничего себе. Долгое строительство было, на самом деле. Ну, мы с мамой этим занимаемся. Вот. Ну, мы как бы захватили там, у нас участок, получается, 2 в одном. То есть как бы 2 участка в одном. Мы их объединили. И участок немножко заходил на лес. Вот, то есть как бы это же неправильно. И, в общем, мы его не могли оформить очень долго в собственность, участок сам. Вот. Года 4 на это ушло. По этим делам каталась мама. Все это оформляла. Вот. Ну, дом, конечно, построился гораздо быстрее, чем оформление в собственность. Вот. Ну, прекрасно. Прекрасно. То есть вы тоже знаете, как это все примерно плюс-минус происходит? Да,
я даже участие принимала в этом. Ну вы же Я умею утеплять стены. Умеете утеплять стены? Да. Тёлки это, кто это? Вон отсюда! Сукан, подпусти ее! Пошли отсюда, быстро! Судя по всему, и мужские сердца. Да? Ну, наверное, со стороны виднее. Да, со стороны вообще все прекрасно видно. Но, знаете, как показывает практика, не нужно останавливаться на достигнутом. Сейчас есть такой дом, потом можно построить дом побольше, потом можно построить дом еще побольше, потом еще побольше, а потом как дворец в Геленджике с аквадискотекой, если вы понимаете, о чем я. Примерно. Примерно. А может мы как-нибудь с вами встретимся вне машины, попьем кофе? Вот это поворот! Вне машины попьем кофе? Ну да, сходим в кафе, может быть. Сегодня вечером или завтра вечером. Приглашаете меня? Да. Знаете, я вынужден отказаться по одной простой причине, что сейчас же осень, вечером дожди обещают. У таксистов так много работы, подчеркну, у таксистов так много работы, что они вынуждены работать. И поэтому Вы просто такой какой? симпатичный молодой человек. Это я. Я подумала, Почему бы и нет? Я понимаю, поэтому не говорю как есть, что работы много и, к сожалению, не смогу вам составить компанию. Но вы не отчаивайтесь. Таксистов еще много ездит. И через одного бизнесмена, поэтому, возможно, вам будет какой-то еще интересный молодой человек, симпатичный попадется. Даже более симпатичный, чем я, который с удовольствием составит вам компанию, и вы с удовольствием с ним выпьете кофе. Хорошо? Хорошо. Очень жаль, конечно. Ну, знаете, я понимаю, что, возможно, вы, наверное, судя по вашей внешности, не привыкли к отказам, я уверен. Но поймите меня правильно, это ничего личного, это просто работа. Мне нужно просто работать. Хорошо, да? Я поняла. Да, все, счастливо. До свидания. Спасибо вам большое. Пока. До свидания. До свидания. У вас безнал, да, безнал. А почему, вы спросите меня, дорогие зрители, я отказал этой девушке? А потому что, блядь, когда я не был бизнесменом, и езжу я не так, и окно у меня открыто, и кого только не берут в такси, а когда, блядь, запахло мешочком с горшочком с золотом, то сразу я стал красавчиком, епта. Просто... Я понимаю вас, женщины, я понимаю, что наличие бабла у мужика — это плюс 100 к сексуальности вообще и всему остальному. То есть, когда он с бабками, он пухленький медвежонок, а когда он без денег, то он жирная свинья. Я понимаю это прекрасно, прекрасно понимаю. Ну и вы нас тоже поймите. Нам тоже хочется, чтобы все-таки вы нас разглядывали прежде всего хоть что-нибудь, с чем вы сможете жить и существовать без денег. Хоть что-нибудь. Вот вы всегда, даже вот это совет женщины, вы смотрите на мужика, да, и вы очень сильно отвлекаетесь на то, что он одет дорогие шмотки, там, на какой-то тачке есть, у него есть бабки. Ну вот, уберите все это и попробуйте полюбить или даже представить жизнь с человеком, у которого ничего нету, вот только он такой. Я понимаю, что не хочется, но вы просто представьте, сможете вы хотя бы с ним просуществовать, если, например, вдруг станет все хуево, просчитать, пока он обратно все не вернет. Вот представьте себе такую историю. Если не сможете, то вы... Не надо вам это все. Хотя, блядь, был бы я тёлкой, конечно. Я вас понимаю прекрасно. Я вас прекрасно понимаю. А вы, мужики, что? Ну, пишите, хули. Правильно я поступил или нет? Да, конечно, мог бы я, наверное, свои там моменты реализовать, вот, фантазии. Но, блядь, я уже знаю, что она не любит таксистов. Все, блядь. Для меня уже это все. На 5:30. Пишите.